Друзья, всем привет, подписчики привет, зрители привет. Снова вы на канале в поисках Active Life. В общем, сегодня попытка ночевка у костра в своем лагере в шалаше. Результаты прошлой ночевки показали некоторые несовершенства, сделанные мною надьи. Поэтому я решил ее немного усовершенствовать, сделать из 3 бревен, то есть классическую надью. А также я приготовлю вкусный ужин, отведаем вместе с вами настоящий лесной чай. Практически сразу выламливаю по лесу. Чтобы сократить маршрут. Ночевка будет без моего одного из главных снаряжений. Я без очков сегодня, как вы заметили. Уже вижу ориентир, вот это дерево. Здравствуй, мой лагерь. Надеюсь, примешь меня на ночевочку. Сразу часть вещей разложу по своим местам. Костюм, кстати, неплохой это. Кто смотрел мое видео, наверное, видел, что я его доработал. Собачку поменял, сломалась во второй поход. Здесь шлейфку пришил. Здесь резинки, чтобы не поднимались штаны. Это 10, это 15. Примерно метр решил сделать надью. Там хворосту положу и вот тут сверху. Сделаю обычную классическую надью из 3 бревен. Большой диаметр наверху, поменьше внизу. Сосновые поленья. Здесь сделаю загиб, чтобы в случае дождя вода не будет затекать. Она будет стекать вот сюда. Вот 15 минут занимает установка вот этой пленки. Быстросъемно, чтобы всего на 2 завязках. Здесь завязка, вот здесь завязка. Оставляю дверь, потому что выходить к дровам сюда удобно. Вот так это все выглядит. Ничего сложного. Как и в прошлый раз, делаю маленький костер для еды. А уже потом то, что разгорится, то, что угли останутся, уже ближе к ночевке, я буду его использовать для розжига надьи. Так что оставайтесь на канале, смотрите видео дальше. Застелил веточками, чтобы уходить не мокрой, не грязь здесь не разводить под ногами. Вот.
бабничка принес. Трава у меня здесь под рукой. Не надо никуда подниматься, ходить. Друзья, как я и обещал и говорил по поводу лесного чая. Пить мы сейчас будем лесной чай. Он будет состоять из следующих ингредиентов: елочные иголки, веточки и брусничные веточки, листики. Вот достаточно. Вода уже вскипела. Осталось только настоять. 10 минут прошло. Посмотрим, что у нас получилось. Это все можно выкинуть. Бруснику практически не чувствуется, а необычно, вкусно. Можно, кстати, было еще в чай добавить можжевельничка. Рекомендую попробовать, кто еще не пробовал такой чаек. Приготовить в лесных условиях самому и оценить его. Ну а кому понравилось, как я его приготовил, ставьте лайк. Напишите в комментариях, кто какие лесные чаи пробовал. Кто любит готовить, любит кушать, прошу смотреть дальше. Во-первых, курочка, филе, огурчик свежий, картошку, которую мы почистим позже, и лавровый лист. Все это мы будем запекать. Запекать будем, как обычно, в фольге. Ну вот, я почистил картошку. Всем приятного аппетита желаю. Так прохладно, уже градусов 5. Расстилаю себе кровать. У меня спальник до плюс 10, у него температура комфорта. Попутно укрепил стенки. Здесь теперь глухо. И здесь теперь глухо. Лесная кровать готова. Теперь пришло время готовить батарею для лесной кровати. Берем наши 4 кола
кладем бересту вот так лучше положить, чтобы она не провалилась. У меня тоже заранее заготовленные палочки. Сделаю такую хитрость. Подложу вот эти угли в самый центр, туда, в землю. Ставим палочки небольшие на края. Все, ставим бревно. Так. Это поначалу так. Я поставил вот на эти. Сейчас, когда все разгорится, бревно возьмется, я уже уберу эти подпорки, они не нужны будут. Собственно. Надья пошла гореть, пошла работать. Классическая Надья из 3 бревен. Да, здесь колоссально все прогрелось. Даже жарко. Я готов ко сну. Надья очень жарко горит. Ночью проснусь, посмотрю, как чего. Все, ребят. До утра. Спокойной ночи. Доброй ночи, друзья. Без всякой подкладки. 3 часа. Сейчас вот надо что-то, может, подложить дров тоненьких. Ну вообще отлично. Как батарея, реально высокое тепло. То есть полметра дает спокойно. Прогорел, конечно, да. Особенно нижние погорели. Верхняя-то высокая. Ой, верхняя-то большое бревно. Хорошо, когда чай в термосе. Все, я проснулся. Спал хорошо. Я давно так не спал. Всего на час просыпался с 12 ночи. Но мне понравился этот костер, как батарея, реально. Вот уже так на улице. Немножко поставил водички. Подогрею. Из термоса остыла вода. Собираю я потихоньку лагерь. Сейчас хочу показать, насколько быстро снимается пленочный покров. Отвязали одну, отвязали вторую веревочку. И сразу ее смотаем.
Ну все. Если вам понравилось это видео, как обычно, ставьте лайк. Я думаю, многим понравилось, многим интересно было. Пишите комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, кто не подписался, а просто смотрит. Меня очень это мотивирует делать для вас новые видео. Всем пока. До новых встреч.